Всем привет, это апрельский стрим Зива, новый формат. Наконец-то мне ничего делать не надо, я просто сижу и разговариваю. Мне не надо ничего нажимать, и вот все эти чатики, там Toyota вас читает, короче. Да, если что, чат я читаю, Discord я смотрю, добавлять людей в Discord буду я. Еще обновление такое небольшое к этим стримам. Если мы не сможем ответить на какой-то вопрос, я запомню этот вопрос, и на следующем стриме буквально 10-15 минут мы уделим время тому, чтобы ответить на вопросы, на которые не смогли ответить. Я пойду специально к разработчикам, которые отвечают за это, и буду их донимать. Возможно, не на все вопросы мне ответят, к этому тоже надо быть готовым, но буду стараться донести до вас суть. Можно, в принципе, наверное, начинать добавлять вот этого замечательного человека, Копчика. Привет, Копчик. Почему бы не начать банить, показательно банить или давать ограничения на обмен игрокам, которые занимаются скамом? Мы баним за скам только когда это принимает какие-то неимоверные масштабы, которые затрагивают огромное количество игроков. Тогда явно уже стоит реагировать, потому что требует нашего вмешательства. Не считаю, что единичные какие-то обманы от чуваков, которые не занимаются этим в промышленном масштабе, что их надо наказывать, потому что это больше ресурсов требует, чем пользы приносит. Очень странно со стороны выглядит, когда, по мнению разработчика, мат и обзывания в чате запрещаются, а вот скам, он как бы никак не... Ну, мы за мат в игре не стукаем, у нас есть жалоба, да, на мат? Там не на мат, а скорее на оскорбление. Ну, если оскорбление, то другое. Мы за оскорбление репорта сейчас принимаем, только это если развернутое смачное оскорбление, где прям проходится по родственникам. А какие-то единичные, ты такой-то, такой-то, даже если это матное, то мы за это не стукаем. В Фанке была картинка, на которой ты сидишь с людьми азиатской внешности. Нужно ли нам ждать какой-то коллаб с Геншином? Ну почему сразу Геншин? Вы что, расисты? Не, просто поездочка в рамках деловых всяких штук. Я пока, наверное, не могу раскрывать. Но в любом случае повышаем нетворкинг и знакомимся с разными полезными знакомствами. Следующий вопрос тогда. Стоит ли нам ждать возможность выставлять рюкзаки, контейнеры на слот быстрого доступа? И тот же вопрос касается быстрой замены артефактов в этих контейнерах. Я не помню про него. Вот как раз-таки первый вопрос, который, в принципе, я могу запомнить и у геймдизайнеров уточнить. Такой следующий тогда вопрос. У вас паук сзади. Алексей Ушаков, он же Варан Нагинцев, дал начало движению Макак. Планируется ли как-то вводить в игру мини-отсылки? У нас уже есть такой же сталкер, который считает себя змеей. Возможно, повторяться будем, но в любом случае, мне кажется, что движение обезьян, оно еще не настолько развелось, чтобы заслужить отсылки в игре. Некоторые обновления привносят баги, которые никак, по мнению игроков, не связаны между собой. Так вот, с чем связаны подобные проблемы? В целом, каждый баг из индивидуальных причин появляется. Это все, из-за кода в основном. Такой момент. Когда мы увидим скины с конкурса скинов? Когда мы эти скины выбирали, победители. То есть не мы, а вон этот, кстати, участвовал вроде. Слышь, ты хочешь за скины с конкурса скинов ответить? Многие скины будут в игре, а когда, узнаете в скором времени. То есть сейчас у нас уже есть очень много скинов, которые готовы. Если вдруг эта тема наберет много популярности, то мы даже покажем то, что уже готово, если вам это интересно. Ну а так, по идее, все, что победило, за редким исключением, будет в игре в том или ином виде. Не думаешь ли ты, что крупные блогеры, у которых закупаются полноценные ролики по игре в рамках рекламы, несколько лукавят, описывая игру? Очень сложно блогера сходу, особенно крупного, у которого времени не очень много, сразу сходу научить в игру играть и сразу его там в Лиманск какой-нибудь отправить, чтобы он там интересно бегал. Поэтому так получается, что в основном блогеры, они как бы начало игры проходят, так как это, их игровой опыт, который они снимают. Стоит ли нам ждать введения для МЦ такой же ветки, как вводилось для Аша? Это вопрос к Зубу, но Toyota, пиши. Хорошо, тоже. Потом от Зуба доложит. Насколько компания готова к выводу кейсов с точки зрения именно финансов? И если новые методы монетизации потерпят крах, условно, то вы рассматриваете вопрос возвращения кейсов. Мы как раз с помощью сезонных БП и того, как они устроены, мы именно смогли достичь достаточно хорошей доли доходов от всего, что не кейсы. И это позволит нам выбрать кейсы. Мы все равно просядем финансово, но это будет для нас не критично. С выводом кейсов уменьшится количество передаваемых предметов. Будет ли добавляться возможность получения передаваемого шмота? Планируется. В целом, на мои вопросы, все, которые были, наверное, ответили. Спасибо. Тебе за спасибо. эту возможность. Хорошие вопросы были. Так. Давай Варан Наггетса. Давай Варан. Моя говорить сразу. Сейчас будет происходить кринж. Вождь джунгли одобряет. Привет, великий вождя, этот племя и надежный японский обезьян. В этот год много макак усердно работать на банановой плантации во славу любимой джунгля. И хотеть знать, сколько получить в этот год золотой банан. Объединение всех мировых макак в нашей стране. Недавно вывесить
отчет по нашим джунглям, где можно посмотреть, сколько обезьян приносить банан с нашей джунгля. И там видно, что в прошлом году наш доблестный макак заработать на примерно 700 миллионов банан. Наш джунгля второй среди всех джунглей в нашей стране. Ну, с условием, что в нашем джунгле не так много осталось племен макак. И это очень классный показатель, который позволяет нам в том числе избавиться от праздничной коробки. Когда на обезьяне бирже наконец появляется возможность класть светящиеся камушки для усиления аномальный камень в один лоток. Эта биржа работать исправно, и поэтому его изменять не в приоритете. Наши доблестные макаки-трудяги, они сейчас имеют время на другое. И в том числе на проект социализации обезьян, который уже давно обещан. Воля богов не поменяться, и ураган прийти, когда они планировать. Ближайший не ураган, а скорее ветерочек, поступать вместе с убиранием обезьяний развлекуха арена русов. Там быть интересная штука, а после этого боги говорить, что джунгли засыхать на 2 месяца до перестройка северной джунгля. Когда команда красивой бритой обезьян подарить плебе новый чарующий образ для популярной в стае бронялистья. Я на самом деле говорить неправильно, потому что джунгля засуха не на 2 месяца. На новый ветерок 1 июня по расписанию в джунгле быть новый сезонный палка-стрелялка и бронялистья и много чего такого, что у нас теперь будет выходить каждый сезон. И я сразу скажу, что мне боги говорить, что они понимают, что джунгля очень много бронялистья, который делает макак слишком современный. Так получилось, что у нас летом как раз именно по плану будет лорно обоснованный, немножечко высокотехнологичный броня из листья. Этот броня листья быть для старой обезьян или только для молодой макак? Это броня листья, оно, по-моему, скорее является внешней оболочка для знакомого всем скелета броня листья, который уже есть у макак. Вопрос к великий защитник племя обезьян Курелый. Быть ли успех в поимка новый жук-ползук, который так просто не ловится в крепкий сачок, верный защитник племя, а постоянно совершенствоваться? Я так сказать, что сейчас жук-ползук расползтись по всей джунгли, не только наш джунгля, это очень большой проблем для всех макак планеты, которые биться на палка-стрелялка. И у нас сейчас готовить комплекс мер обезьян горелый. Он красивый обезьян, умный обезьян, и у обезьян горелый есть свой крепкий мускулистый команда, с которой сейчас придумывать, как вычислять новый невидимый жук-ползук и ловить его в наш толстый сачок. Когда вы искорените это пещера-бородавочник? Пещера-бородавочник у нас не один, и можно сказать, что сейчас мы уметь контролировать бородавочник и не давать ему свободно ходить по джунгля. Но если наше обезьянье племя уничтожать весь пещера-бородавочник и не оставлять там камень на камень, то потом придет еще более хитрый и умный бородавочник и делать еще более сложные пещеры и уже свободно перемещаться по джунгля. Поэтому важно поставить клетка вокруг пещеры бородавочник и наследить, кто через эту клетку ходить туда-сюда, и наказывать, чтобы держать это все под контролем. Будет ли возможность создать пещеру, где молодой макак мочь опробовать новый палка-стрелялка, не забирая его из этой пещеры? Есть такая идея, но вождь джунгля боятся, что молодой макак украсть палка-стрелялка и вынести из этой пещеры. Поэтому вождь пока думает о том, как сделать палка-стрелялка на цепя. А цепя требовать времени, поэтому пока не в приоритете. Спасибо, великий вождь и надежный японский обезьян племя. Моя удаляться в свой темной пещере и желать вам великие свершения. Желаю тебе процветания, мудрейший обезьян. Человек вот в чате очень сильно хочет ответ на вопрос, будет ли возможность обмена чертежей, к примеру, красную часть кара на танк. Ты иметь в виду красный... Не, Варан Нагинцев ушел, поэтому мы переходим на общечеловеческий. Не планируется. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Тойота. Здравствуйте, здравствуйте. Маленький такой вопрос все еще по скорости. Будет ли такой нерф, что получится как с нерфом Светляка, то что вот резко там Светляка убрали реген, и он там в цене упал чуть ли не вдвое-трое? Ну, я бы так сказал, что очень много внимания уделялось тому, чтобы не обесценились скоростные сборки и там кончи. Задача не была
была убить скорость. Задача была уменьшить влияние АД, либо там вообще убрать. С чем связано было то, что отодвинули немножко момент начала КВ? Если что, на ДВ, в принципе, ребят хотели дать возможность на регионе азиатском играть, но дело в том, что у вас пинг до Москвы меньше, чем до Сингапура. Поэтому в итоге играете в России, и по расписанию это, адаптируется как бы под большинство, то есть когда удобно большинству. Будет ли какой-то пересмотр или добавление каких-то дополнительных мер безопасности аккаунта? Мы как-то выбрасывали идеи, что в целом любую передачу шмота, возможно, стоит блокировать, пока ты не включил двухфакторку, но пока что не дошли до этого руки, и пока не так это все критично. Все тогда, в принципе, я свой право вопроса исчерпал. Тебе, Зарин Блиц, спасибо. Да, вопросы крутые были. Хорошо поговорили, спасибо тебе. Алло, здравствуйте всем, добрый вечер. Первый вопросик, который хотел бы спросить, это как отдохнули на Байкале? Хорошо, мы туда съездили совсем на чуть-чуть. Правда, мы съездили на тот берег, вот из-за этого мы практически лед не посмотрели, потому что далеко было довсюду. Мы думали, озеро довсюду близко, да на этих хибусах, а нет, ни хрена. В итоге сидели, пили пиво. Так, насчет еще интересного такого артефакта Рубик. Будет ли повторно подобных артефактов? Видимо, с изнанкой. Не знаю, пока таких конкретных планов я не слышал на нем. Будет ли введена возможность игрокам самим выбирать, хотят ли они попадать на Рокси сервера, или же оставаться напрямую к Москве? Мне Саня Клевалин отвечал, что вроде как планируется, но никакой конкретики абсолютно нету. Будет ли какая-либо переработка дропов, потому что мы понимаем, что сейчас у нас идут сезоны, и у нас постоянно будут батл-пассы, и постоянно цена будет низкая на инструменты. Это уже совсем детально касается перестройки сервера, поэтому мы тут ничего не ответим, тут информация засекречена. Игра упирается в одно ядро. Есть ли какой-либо более простой вариант исправить это? По теме всей этой ведется работа. Но не по многопотоку конкретно, а просто по технологиям, на которых работает графон. И нагружается клиент. Насчет проблемы наполнения серверов за разных фракций. Мы со всей этой темой населенности локаций уже поигрались. Мы там кое-какую аналитику провели, кое-что изменили. Но что конкретно говорить не буду, потому что это повлияет на... В общем, аналитики меня просили не раскрывать. По идее, пока что должно чуть-чуть получше играться. Насчет будущего севера. Будут ли такие же туннельные проходы, как присутствуют сейчас? Будет вариация. То есть, в принципе, ты будешь понимать, куда пойти, чтобы попыкаться. И плюс, в отличие от текущего севера, ты не вместе бежишь с другой фракцией наверх, а у тебя там уже такая карта равномерная, где ты должен специально перебежать через несколько локаций, чтобы прийти там попыкаться. Спасибо огромное, что вызвали на трибуну. Спасибо. Вам удачи. Всем приятного вечера. Спасибо за вопросы. Ярика Машину, давай позови, Машина. его тут что-то много кто просит, может, какой-то ютубер. Ярик Машина. Привет, Ярик Машина. Привет. Что касается Сака 2, Сигнал, когда будут перерабатывать, тогда о нем подумают и будут думать, что с ним делать и как его устраивать. цена на заточку. В данный момент она очень низкая, и очень многие могут достичь плюс 15-го шмота. В этом и была вообще ваша задумка перекинуть как можно больше людей на мастерки, или это проблема, с которой вы будете как-то бороться? Как-то, наверное, народ воспринял мои слова про то, что на мастерках не хватает онлайна, как то, что мы сейчас это какой-то супер важной целью ставим и всячески людей туда выбиваем. Если что, нет. Если мы игрока слишком рано на мастерке выпнем принудительно, то он скорее вливнется из игры, потому что ему станет слишком тяжело. Поэтому мы на мастерке хотим все-таки привлекать контентом, а не принудительно пихая туда людей. Трудно перестреливать, если у тебя, условно говоря, там ты какой-то жесткий киберспортсмен с крутыми сборками, трудно перестрелять все равно стак из количества x2 от твоего. В плане Сталкрафта его главная особенность, его и главное проклятие. То есть у нас никогда нет идеального баланса, всегда есть две чаши весов, где на одной стороне стоит уход в большую МРПГшность, на другой стороне больше в шутер. И если мы, допустим, уходим в большую РПГшность, это, понятно, решают только шмотки и как было там первую половину перестройки, то если больше уходит в сторону шутера, прям сессионного, и ТТК становится такой же там миллисекундный, то в опене начинает решать, кто кого первый увидел. Ты буквально получаешь мгновенную плюху, не можешь никак ответить, и как бы это превращает геймплей в токсичную херовину. И поэтому для нас очень важно держать ТТК на таком уровне, чтобы у тебя была возможность среагировать на то, что ты начал получать урон, и как-то тактически отступить или перегруппироваться. Поэтому тут всегда идеала не будет. То есть мы всегда будем там чуть-чуть подшлифовывать. Ты говорил на одном из своих стримов, что коммунист работает с новой механикой КВ. Есть какие-то сроки публикации этих изменений? Коммунист работает над КВ-1
1 на 1, и на перестройке севера будет вообще немножко другой вот формат того, как КВ будет распределяться. Возможно будет тут тоже маленькую привесочку. Мех-союзы на КВ доступны только если вы с одной фракцией. Почему нельзя сделать союзы с другими фракциями? Это все в итоге может кончиться тем, что было на прошлой версии КВ, где тупо АФК стояло было. То есть здесь все-таки мета не должна быть политика, и в целом некоторые обновы будут направлены на то, что КВ вроде как больше такие турниры уйдут. Зон сейчас для текущего онлайна весьма сжатая локация. То есть она переполненная, поэтому там открываются новые копии, но даже это особо не спасает. Перестройка севера, она не особо изменит затон, то есть это все больше касается севера, то есть то, что перед затоном. Соответственно, там чуть-чуть мы собираемся коснуться эндгейма, но не масштабно. И стоит понимать, что вот такая тема, как расширение затона и прочее, это на после перестройки севера запланировано. Спасибо большое за ответы на вопросы. Зив, спасибо. Тойота, спасибо. Спасибо. До встречи. Будет ли влог или отдельный тест-канал балансера, в котором будут ответы на те или иные изменения в характеристиках, пушках брони? Влог такой планируется, но не влог. В дневнике разработчиков отдел баланса. У меня написан сценарий, но чтобы снять этот видос, надо время. Времени нету именно на этот видос, потому что нужно сделать будет видео к перестройке севера. Я хочу еще сделать видео там на свой канал, тоже к перестройке севера, и поэтому как бы отдел баланса пока что, к сожалению, простаивает. По поводу Бурана. Буран не будет в этом году. Буран у нас считается морально устаревшим, и он морально устаревший не потому, что мы на Хавсофос его добавили, а потому что, во-первых, на свалке была имитация интересности, так как Буран был доступен только раз в полчаса, то не насыщался ты так этим геймплеем, а когда вот мы ввели постоянно возможность его перезапускать, вдруг оказалось, что весь геймплей в основном сводится к тому, что ты жмешь в точку. И это не очень просто интересно людям. Есть же сейчас довольно-таки вот крутые ивенты, опять же, Арена Ворона, там кому-то она нравится, понятное дело, кому-то не нравится, но... По Арене Ворона посмотрим, вроде, конечно, задушились люди, но надо понимать, что, возможно, это все-таки из-за того, что мы ввели в Battle Pass'е принудительную именно раскачку Battle Pass Арены Ворона, а если бы у нас параллельно с Ареной Ворона были какие-то задачи в Опене, и ты выбираешь, типа, или идешь на арену, либо идешь в Open. Я когда с геймдизайнерами это обсуждал, то они сказали, что переживали, что онлайна будет недостаточно на арене, чтобы все механики работали там, и так далее. Но на осень я бы с ними очень сильно обсудил то, чтобы у нас во время ивента возможность в Опене фармить БП тоже была. Че, вот подался на ФГ? Вот здравствуйте. Хаюшки, подался. Уже предлагали такую систему, что у нас сейчас, допустим, между зеленым и синим артом разница 10%, между синим и фиолетовым, допустим, 15%, а не как сейчас 10%, и так дальше по нарастающей. Будет такое или не планируется? Та игра, которую ты хочешь, это немного другое направление развития Сталкрафта. Это больше в МРПГ. Мы сейчас все-таки склонились больше в сторону шутера. У нас вообще перестали делаться ивенты со своим шмотом. В основном мы все-таки выбираем ивенты, на которых у всех пресетнутый шмот, или у которых нет своих шмоток из опена. Потому что это балансить просто, потому что ивент не должен разрабатываться полгода, потому что это просто не оправдает то количество времени, которое он существует. Сейчас ивент превращается в такое, что ты либо собираешь пачку и ты просто АФКшишь, потому что вас 5, вы сильные, либо ты жестко сосешь, потому что таких же 5 против тебя, а ты без пати. Тебе не кажется, что нужно уйти от ивентов 5 на 5? И это хороший аргумент, который надо будет помнить, когда мы будем планировать новые ивенты или когда мы в следующий раз будем Арену Ворона разворачивать. За сколько должен игрок от с нуля до условного топа, за сколько времени он должен развиваться? Месяц, 2, 3? Изначально, когда бартер формировали, было заложено 800 часов на фулл выфармливание бартера. И костюм, и пушка все-таки. И потом, было указание сильно это число сокращать. А вот насколько сократили, сейчас точно не скажу. Я вас слушаю внимательно. Говорил ты про гардероб, и в каком виде ты его видишь? Работа по гардеробу на самом деле сейчас ведется. Она будет уже, к сожалению, только после дня рождения Сталкрафта. Будет, на самом деле, приятно, возможно, даже будут пресеты, возможно. То есть можно будет спокойно выбирать одно, выбирать другое, но об этом пока сильно думаем. Как это будет завязано на игровой валюте и на камуфляжах, сказать сейчас не могу. По поводу тех же самых пушек, про которые сказано не было. То есть сейчас это плюс за то, чтобы можно было бы снимать камуфляж и тренировку с этих обвесиков. Еще бы хотелось такое, как в танках, чтобы было отключение камуфляжей, отключение обликов. Мы прекрасно понимаем, что у нас некоторые скины, некоторые облики сейчас сильно выбиваются из рамок Сталкрафта. Это вынужденная мера на самом-то деле, чтобы мы могли развиваться дальше, как мне кажется, а не оставаться в пределах вот этого маленького комьюнити. Мы сейчас уходим от того, чтобы вот эти все штуки были только на ранках выше, чтобы
чтобы новички и остальные ребята не сталкивались со свистопердящими штучками, чтобы это людей не отталкивало. Это во-первых. А во-вторых, галочку, про которую ты говоришь, как в танках, возможно, она будет, а возможно, нет. Это тоже все сейчас обсуждается. Ну все, у меня все. Спасибо. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо, вот. Пока. Планируется ли доработка звуков шагов? Это касается и звуков выстрелов, чтобы пушки сейчас звучали не как горох, нужно, чтобы у них было эхо от выстрелов, чтобы этот звук отражался, чтобы дальность выстрелов была плавно снижающейся, а не 3 вариации всего. Также, чтобы при какофонии они там как-то в общий шум складывались. Для этого всего нужен звуковой движок F-Mod, мы его там до конца не прикрутили, для этого нужен специалист, который сейчас делает другое. Мы ждем, когда он освободится, это будет уже после перестройки севера, но это для нас довольно приоритетно. Мы с тобой, наверное, можем заканчивать. Да, ребят, вот такой был стрим. Такой вот новый формат. На следующий стрим ждите от меня ответов на вопросы, на которых вы не услышали ответа на этом стриме. Пока что все. Спасибо, что были с нами, и до следующего месяца. До встречи, ребята. Пока, ребята, пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно, да.